Когда тебя пытаются задеть или обесценить, внутри все сжимается. Хочется либо начать оправдываться, либо сорваться на крик. Это и есть ловушка. Ты начинаешь обслуживать чужую наглость. Прежде чем мы перейдем к практике, давайте разберем несколько жизненных ситуаций и мифов, на которых мы обычно спотыкаемся. Ведь часто то, что мы считаем правильным поведением, на деле оказывается приглашением вытереть о нас ноги. Ситуация. Когда тебя пытаются высмеять в компании. Когда кто-то при всех вставляет язвительные комментарии, чтобы за твой счет показаться крутым. Их фраза «Ой, да он вечно тормозит, вы ж знаете». И смотрят на остальных, ища поддержки. Твой ответ. Спокойно, глядя прямо в глаза. Тебе сейчас правда важно самоутвердиться за мой счет? Или у тебя просто день не задался? Почему работает? Ты вскрываешь его мотив. Хам рассчитывает на твой смешок или обиду, а получает холодный психоанализ. Это мгновенно делает его поведение жалким. Ситуация. Тебя игнорируют. Тебе говорят свысока. Я тебя услышал. Это вежливое «мне плевать». Если промолчишь, проглотил обиду. Если начнешь объяснять, ты в позиции слабого. Твой ответ. Главное, чтобы ты меня понял. Или мне повторить по пунктам. Почему работает? Ты перехватываешь роль главного. Теперь он должен доказывать, что он не дурак и все понял. Ситуация, когда человек постоянно ноет и сливает на тебя негатив. Знакомый, который использует тебя как бесплатного психолога или мусорное ведро для жалоб. Их фраза «Опять все плохо, правительство, погода, начальник, нытье на 30 минут». Твой ответ «Слушай, я вижу, тебе тяжело. Ты сейчас хочешь, чтобы я помог найти решение? Или тебе просто нужно, чтобы кто-то это выслушал? Потому что у меня лимит на негатив сегодня исчерпан». Почему работает? Ты не обслуживаешь чужое нытье. Ты ставишь фильтр. Либо конструктив, либо «до свидания». Ситуация, когда человек включает дурачка и лезет под кожу. Фраза «А что я такого сказал? Ты слишком ранимый». Твой ответ. Дело не в моей ранимости, а в твоей бестактности. Если не видишь разницы, это уже диагноз. Почему твои попытки быть умным и логичным – это прямой путь в тупик? Главная ошибка, когда тебя пытаются прогнуть, это вера в то, что с человеком можно договориться по-хорошему. Ты начинаешь приводить аргументы, раскладывать по полочкам, логику включать, а внутри все это время все сжимается, потому что ты чувствуешь, тебя попросту не хотят слушать. Запомни, когда на тебя нападают или обесценивают, логика в системе собеседника отключается. Там сидит вирус, цель которого – самоутвердиться за твой счет. Миф 1. Надо просто объяснить, что мне неприятно. Если ты скажешь хаму «Знаешь, мне обидно это слышать», он не извинится, он обрадуется. Ты только что показал ему свое слабое место. Теперь он знает, куда бить больнее. Миф 2. Если я буду вежливым, он устыдится. Ничего подобного. Твою вежливость он считывает как слабость. Ты для него удобный сервис, который готов обслуживать его плохое настроение. Механика проста. Мозг наглого человека работает на инстинктах. Кто громче рыкнул, кто жестче обозначил территорию, тот и вожак. Когда ты начинаешь спорить или оправдываться, ты ведешь себя как жертва, которая просит пощады. Чтобы поставить человека на место, нужно не победить в споре, а сломать его сценарий. Он ждет, что ты начнешь психовать или замолчишь, поджав хвост. А ты вместо этого выдаешь холодную, отстраненную фразу, которая бьет прямо в его раздутое эго. Ты не играешь по его правилам, ты просто выходишь из этой игры. Как не сорваться и выстоять? Когда ты впервые начнешь отвечать жестко, готовься, внутри все сожмется еще сильнее, это нормально. Твой мозг годами привыкал обслуживать чужое настроение, и сейчас система орет «Опасно! Ты портишь отношения!» Но давай честно. Какие отношения ты портишь? Те, где об тебя вытирают ноги? Туда им и дорога. Практика на каждый день. Не жди идеального момента. Если коллега снова бросил обесценивающее «ну-ну, удачи», не замирай в ожидании, пока он уйдет с чувством превосходства. Остановись, посмотри в глаза и спокойно спроси. В твоем «ну-ну» больше иронии или страха, что у меня получится? Увидишь, как человек поперхнется собственной желчью. Это и есть та самая безнадежность, о которой мы говорили в начале. Твоя задача — не победить в драке,
а стать для манипулятора слишком дорогим удовольствием. Чтобы он понял, задеть тебя значит получить хлесткую сдачу, после которой он сам будет выглядеть глупо. Путь к самоуважению будет неровным. Ты будешь тупить, забывать фразы, а потом снова прокручивать их в голове перед сном. Сначала ты научишься давать отпор на словах. Потом ты почувствуешь, как этот ком в горле исчезает, потому что тебе больше не страшно быть неудобным. Ты перестанешь психовать из-за чужой наглости и начнешь просто выставлять людей за дверь своего личного пространства. Ставить человека на место — это не искусство оскорбления. Это искусство возвращения себе права на тишину и уважение. Тренируйся на мелочах, и скоро заметишь, как мир вокруг тебя удивительным образом становится вежливее.